Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды, Париж. Перед нами, друзья, коллекция Изабель Маран осень-зима 2026-2027. Ее главная героиня – парижанка, которая снова опаздывает, но все равно выглядит безупречно. Когда иные модные дома каждый сезон пытаются придумать новую вселенную, этот бренд выбирает другой путь. Уже много лет здесь нам рассказывают одну и ту же историю, причем настолько убедительно, что в нее хочется верить снова и снова. И пусть ведущие фэшн-дизайнеры соревнуются, кто создаст самый необычный образ, креативный директор Ким Беккер напоминает: стильно вовсе не обязательно означает сложно. Не стоит пытаться перевернуть моду с ног на голову. Поэтому нынешний гардероб на осень совсем не бесконечная гонка за трендами, а скорее энергичное признание в любви жизни большого города. Обычной, повседневной, без украшательств. Так что в день презентации подиум больше напоминал оживленную городскую улицу, чем романтическую прогулку вдоль Сены. Во время дефиле модели не шли, а буквально спешили. Интересно, куда же они так торопились? Может быть, на свидание? Или на вечеринку в клуб? А может, на следующий модный показ? Или всего лишь пытаются успеть за круассаном до закрытия любимой булочной? Лично мне ответ на любой из этих вопросов неизвестен. Зато вполне понятна основная идея коллекции. Женщина Изабель Маран живет в постоянном движении. Она не играет роль идеальной француженки. Она действительно так живет. Работает, встречается с друзьями, меняет планы несколько раз за день и совершенно не собирается сбавлять темп. Ее вчера, сегодня и завтра оказались в центре внимания дизайнера. После прошлогоднего путешествия по пустынным пейзажам Беккер возвращает свою героиню обратно в мегаполис. Вместо песочных оттенков и настроения побега от цивилизации – шумные улицы, яркие огни, бесконечные звонки и такси, которое уже ждет у входа. Энергия большого города здесь чувствуется практически в каждом образе. В качестве источника вдохновения дизайнер выбирает собственную историю бренда. Конкретнее – коллекцию 2010-го. Не случайно перед модным показом Ким надела серый свитшот из этой линейки. Не такой уж и далекий для нас период она считает золотой эпохой основательницы марки Маран. Тогда девушки носили потертые джинсы, кожаные куртки и одевались так, словно вообще не задумывались о своем стиле. Хотя сама Изабель давно раскрыла главный секрет французской непринужденности. Чтобы выглядеть будто совсем не старалась, зачастую приходится приложить немало усилий. Вот он, знаменитый парадокс парижанки. Что-то из серии, когда женщина, которая 1,5 часа выбирала между двумя почти одинаковыми черными жакетами, вдруг потом говорит: «Я вообще не думала, что надеть». Если бы мне предложили описать коллекцию всего в 2 словах, я бы сказала: кожа, деним. Где последнего было действительно много. Потертые узкие джинсы, мини-юбки, джинсовые шорты и куртки во время модного шоу появлялись на подиуме снова и снова, чем создавали ощущение, что именно они нынче стали основой всего гардероба. Особенно впечатляют намеренно состаренные ткани. Некоторые потертости были так искусно обработаны и дополнительно вручную вышиты нитями, что смотрелись максимально естественно. Получаем здесь в чистом виде абсурдность современной моды. Мастера тратят часы кропотливой работы, чтобы вещь не блистала новизной, и будто ей уже много лет. Однако, если деним задает общее настроение коллекции, то настоящая звезда показа – верхняя одежда. Главным объектом внимания сегодня становятся куртки. Опять же джинсовые, а еще из кожи, твида, меха или из гладкого атласа. В гардеробе Изабель Маран мы найдем их в самых разных вариациях. Из наиболее интересных стоит выделить двусторонние фасоны. Сегодня подобную верхнюю одежду можно носить светлой стороной наружу, завтра яркой, а затем снова поменять все местами. Простое решение, которое делает одну вещь заметно более универсальной. А какие из этих моделей больше понравились вам, мои дорогие зрители? Напишите в комментариях. Я, например, отметила для себя меховые бомберы. О чем еще хотелось бы сказать, друзья? Самые стильные образы построены на противоположностях. В каждом из них постоянно идет диалог между силой и мягкостью, будто одна часть гардероба отвечает за решительность, упорство, динамику, а вторая спокойно напоминает, что ничто здесь совсем не мешает нам выглядеть женственно. Любые джинсы можно дополнить романтической блузой, брутальную кожанку – шелковой юбкой с высоким разрезом.
Поверх кружевного топа на тонких бретелях накинуть черное лаконичного кроя пальто. И вот такие контрасты давно стали фирменным почерком бренда. Но, как известно, друзья, образ будет неполным без стильных аксессуаров. Одна из главных новинок – обувь на высокой танкетке, которую на показе носили в паре с теплыми вязаными носками. Не менее эффектно смотрелись модели со скульптурными каблуками и принтом под зебру или змеиным узором. Похоже, анималистика снова уверенно возвращается в повседневный городской гардероб. Есть ли слабые стороны в новой осенне-зимней линейке? Да, безусловно. Главный вопрос после завершения модного шоу звучал вполне закономерно. Насколько эта коллекция действительно новая? Поклонники бренда наверняка получили то, за что любят Изабель Маран уже много лет. А вот тем, кто рассчитывал на смелый эксперимент, сезон мог показаться слишком осторожным. Некоторые критики отметили, что марка великолепно работает со своим наследием, но свежих идей хотелось бы увидеть намного больше. Показ даже сравнили со старой любимой книгой, которую перечитываешь с интересом, но она уже не удивляет так сильно, ведь вам известен финал. Но все же, на мой взгляд, у этой коллекции больше плюсов, чем минусов. Она не стремится кого-то шокировать или доказывать свое превосходство. В ней нет показной роскоши или откровенного хайпа. Зато есть энергия города, быстрый ритм жизни, любимые джинсы, вечерние встречи с друзьями и та самая французская легкость, которая кажется совершенно естественной. Приятного просмотра, дорогие мои подписчики и гости канала! Огромнейшее спасибо за ваши теплые лайки. Всем красоты, вдохновения, хороших эмоций. Давайте каждое утро встречать с доброй улыбкой и только в позитивном, солнечном настроении.